Огромная львица незаметно подкралась к маленькой девочке. То, что случилось мгновением позже, шокировало всех. В солнечный летний день одна дружная семья решила посетить большой заповедник для диких животных. Родители, Джон и Сара, хотели показать своим двум маленьким дочерям, Софи и Эмили, настоящий мир дикой природы. Девочки были в полном восторге и с нетерпением ждали встречи с экзотическими зверями. Попав на территорию заповедника, семья сразу окунулась в атмосферу первозданной природы. Вокруг раскинулись бескрайние зеленые поляны, рощи деревьев и небольшие водоемы. За оградами виднелись вольеры с различными животными, громадными слонами, полосатыми зебрами, взъерошенными львами и многими другими дикими созданиями. Младшая дочка Эмили, которой было всего 5 лет, сразу же обратила внимание на огромный вольер, в котором находились величественные африканские львы. Эмили очень любила всех кошек, и ей не терпелось поближе рассмотреть больших диких сородичей ее домашней кошки по кличке Симба. Семья подошла к ограждению вольера для хищников. В центре вольера весело резвились 3 молодых львенка. Крупная львица Рори, похоже, их мама, лежала неподалеку и наблюдала за детенышами. Рори была уже взрослой львицей и никогда не обращала внимания на посетителей заповедника. Но в этот день что-то привлекло ее внимание. Эмили с восторгом наблюдала за игривыми львятами сквозь прочное стеклянное ограждение. Девочка была очарована грациозными движениями и забавным поведением детенышей. Вдруг она заметила, что взрослая львица Рори резко вскочила на лапы и начала внимательно осматриваться по сторонам. Рори почуяла необычные ароматы за ограждение, запах совсем крохотного детеныша какого-то теплокровного существа. Львица принюхалась и обнаружила источник манящего запаха. Это была маленькая девочка, стоящая у самого ограждения. Рори с любопытством присмотрелась к Эмили. Эмили радостно улыбнулась и помахала львице рукой. Она совсем не боялась огромную хищницу, наивно принимая ее за гигантскую домашнюю кошку. Рори в ответ медленно качнула своей пышной гривой. Львица придвинулась поближе к ограждению, внимательно разглядывая любопытную малышку. Родители Эмили сначала даже не заметили, что их младшая дочка так сильно приблизилась к вольеру со львами. Но вскоре папа Джон обернулся и замер от ужаса. Могучая львица двигалась прямо к ограждению, к его крохотной дочурке. Сара тоже вскрикнула и бросилась к Эмили, чтобы отвести ее подальше от опасного хищника. Однако в этот момент произошло нечто удивительное. Рори, обычно равнодушная к посторонним, остановилась возле внешнего ограждения вольера прямо напротив Эмили. Львица не рычала, а лишь спокойно наблюдала за девочкой, склонив голову на бок. Эмили была так очарована громадной кошкой, что совсем позабыла об осторожности. Девочка прижалась к ограждению, протянув ручки к Рори. Львица в ответ подалась вперед, словно желая поиграть с маленькой посетительницей. Хищница принюхивалась и щурилась, будто изучая каждую черточку на личке малышки. Джон осторожно приблизился и крепко обхватил ручонку Эмили, едва сдерживая дрожь. Львица и девочка были разделены лишь толстым стеклом в каких-то жалких сантиметрах друг от друга. Сара в испуге закрыла рот ладошкой, со страхом наблюдая за этой невероятной сценой. В это время мимо вольера проходил главный смотритель заповедника Боб. Он сразу заметил необычное поведение опытной львицы Рори, которая обычно игнорировала посетителей. Боб подошел к ограждению и ахнул от удивления при виде происходящего. Он быстро окликнул семью Эмили. «Ничего себе! Никогда не видел, чтобы Рори так реагировала на посетителей. Обычно она почти не обращает внимания на людей. Ваша малышка, похоже, совершенно ее очаровала. Такое поведение львицы просто невероятно!» Семья с опаской кивнула, не в силах произнести ни слова. Рори по-прежнему не отрывала взгляда от Эмили, будто зачарованная. Она осторожно обнюхивала руки девочки и едва касалась
своим шершавым языком. Эмили весело рассмеялась от этих неощутимых прикосновений. Боб предложил удивленным родителям Эмили бесплатное посещение заповедника в течение 5 ближайших лет. Он был настолько поражен тем, как отреагировала Рори на малышку, что захотел продолжать наблюдать за их общением. Джон, Сара с радостью согласились на щедрое предложение Боба. Эмили же вообще была вне себя от счастья при мысли, что сможет вновь приехать в заповедник и увидеть свою новую гигантскую кошечку. С того дня семья стала регулярно наведываться в заповедник. И каждый раз Эмили с восторгом бежала прямиком к львиному вольеру на встречу с любимицей Рори. Львица неизменно узнавала малышку и тотчас подходила к ограждению, предвкушая очередное общение с удивительной девочкой. Рори становилась совершенно ручной только в присутствии Эмили. Она терпеливо ждала, когда маленькая гостья подбежит к вольеру, а потом ложилась у самой ограды, с интересом прислушивалась к щебетанию девочки и тихонько мурлыкала в ответ, словно отвечая на детский лепет. Эмили без устали болтала с львицей, рассказывая ей обо всем на свете. Она делилась с Рори своими детскими секретами, жаловалась на проказы старшей сестренки Софи, описывала веселые игры с друзьями. Казалось, львица все понимала и внимала каждому слову малышки. Рори смотрела на Эмили своими мудрыми янтарными глазами, в которых отражалось столько тепла и нежности. В эти моменты она напоминала саму воплощенную материнскую любовь, заботливую мамочку, готовую оберегать свое дитя от любых невзгод. С каждым разом Эмили все больше привязывалась к Рори. Девочка могла часами сидеть у ограждения вольера, лишь бы побыть поближе к своей необычной подруге. Девочка показывала хищнице свои любимые игрушки, а львица с удовольствием наблюдала за движениями малышки. Удивительная связь между маленькой девочкой и свирепой дикой хищницей с каждым днем становилась все крепче. Эмили совершенно не боялась львицу, чувствуя ее добрую душу, а Рори, отвергавшая до этого момента почти весь окружающий мир, открыла свое сердце для единственного существа – невинного ребенка. Сотрудники заповедника во главе с Бобом взирали на эту трогательную дружбу с изумлением и восхищением. Они поражались тому, как строптивая львица, прожившая долгие годы лишь в компании сородичей, смогла подпустить к себе маленького человеческого детеныша. Однажды во время очередного посещения Эмили уверенно заявила родителям, что когда вырастет, то непременно захочет стать смотрительницей этого заповедника. Девочка мечтала сама ухаживать за Рори и другими обитателями, окружая их такой же безграничной любовью, какую дарила ей львица. Джон и Сара, видя эту невероятную связь дочери с дикой хищницей, совсем не удивились таким планам Эмили. Они понимали, что для их малышки львица Рори стала ближе и роднее, чем все домашние питомцы. Природа подарила девочке истинного друга в обличье грозного зверя. Так шел год за годом, а дружба Эмили и Рори не ослабевала, а лишь крепла с каждым днем. Пока девочка взрослела, львица старела рядом с ней. Для хищницы малышка Эмили будто превратилась в ее собственного детеныша, а для девочки Рори стала второй мамой, но только огромной и мохнатой. Удивительная история о чудесной дружбе человека и дикого животного разлетелась далеко за пределы заповедника. Люди приезжали со всей страны, чтобы увидеть своими глазами эту невероятную картину, как могучая львица, бывшая свирепая повелительница саван, ластится к маленькой девочке, как к собственному детенышу. И хотя люди понимали, что рано или поздно эта сказочная дружба подойдет к завершению, ведь жизнь человека и жизнь львицы имеют разные сроки. Никто не хотел думать об этом грустном моменте. Каждый раз, приезжая в заповедник, Эмили по-прежнему бежала к вольеру, а Рори уже ждала ее, дрожа от нетерпения. И эта неразрывная связь между девочкой и львицей продолжала быть такой же крепкой и прекрасной, навсегда запечатлевшись в сердцах очевидцев, как самое настоящее чудо природы.